Весной того же 1994 года в журнале Американской академии остеопатии вышла вторая статья доктора Типальдеса «Introducing the Facial Distortion Model», введение или представление модели фасциальных дисторсий. Весной 1995 она была перепечатана на британском издательстве «Опов». В нем представляет модель фасциальных дисторсий и определяет ее как новый взгляд на архитектуру, анатомию тела, согласно которому не требующие оперативного вмешательства посттравматические нарушения в работе опорно-двигательного аппарата рассматриваются как проявление одного или нескольких из 4 определенных им локальных патологических изменений свойств участков фасции, то есть фасциальных дисторсий, а именно триггерного тяжа, грыжетриггерные точки, континуум и фолдинг дисторсии. В прошлом, пишет он, для обозначения фасциальных дисторсий различной этиологии, чувствительных к разным методам терапии, использовался термин триггерная точка. Я предпочитаю говорить фасциальная дисторсия и уточнять, какая именно. Триггерный тяж, континуум дисторсия, HTP, фолдинг дисторсия. Я считаю, что термин триггерная точка корректно употреблять лишь в отношении HTP. Он сообщает, что FDM базируется на 2 концепциях. Continuity, анатомическая модель, согласно которой волокна фасции непрерывно переходят из структуры в структуру, из региона в регион, и Continuum, анатомическая модель, согласно которой связанные между собой разные типы тканей в области перехода могут трансформироваться друг в друга под действием внешних сил. Это заявление имеет явную отсылку к трудам Уильяма Шарпи, Раймонда Беккера и Джеральда Купера. Далее доктор Типальдес подробно описывает все 4 фасциальные дисторсии: триггер бенд 6 подтипов, HTP 2 подтипа, Banded Pseudo Trigger Points, точка пересечения 2 триггерных тяжей, континуум и фолдинг дисторсии без деления на подтипы. Он описывает суть этих дисторсий, симптоматику, критерии их диагностики, body language не упоминается. Принцип коррекции актуальный для каждого типа терапевтической техники, которые все ассоциируют с техникой миофасциального релиза. Здесь же доктор Типальдес характеризует ощущения, возникающие у терапевта и пациента во время коррекции, и их корреляцию, в том числе для каждого подтипа триггерного тяжа. Здесь же рассматривает в контексте фасциальных дисторсий симптоматику нескольких заболеваний, в частности ассоциирует растяжение мышц, связок и сухожилий с триггер-бендом, континуум дисторсии или их комбинации, боль в животе и области таза с HTP, дискомфорт и функциональные нарушения в области соединений костей с присутствием в них фолдинг дисторсии или фолдинг дисторсии, ассоциированной с триггерным тяжом. В конце статьи доктор Типальдес публикует глоссарий, содержащий определение используемых в ней терминов, которые, как он указывает, оригинальны и не тождественны созвучным используемым в других моделях, упоминание и краткую характеристику ряда авторов анатомических трудов и терапевтических концепций, терапевтических приемов, медицинских диагнозов и прочее. Дополнительно хочу обратить ваше внимание на несколько моментов в этой публикации. Во-первых, в ней доктор Типальдес заявляет об универсальности модели фасциальных дисторсий и объясняет, исходя из нее, механизм действия многих широко известных механических манипуляций, фасциального релиза, ролфинга, массажа, техники strain-counter-strain, техники мышечной энергии, и поясняет, что разработанные им техники являются более четко направленными, что позволяет при их оправданном и технически верном исполнении разрешить проблему пациента за минимальное время в рамках одного метода. Во-вторых, про подтипы триггерного тяжа, в дополнение к тому, что было уже сказано в статье Trigger Band Technique, доктор Типальдес сообщает, что их названия были подсказаны ему пациентами, и что представление о характеристиках каждого подтипа позволяет повторно дифференцировать триггерный тяж от других дисторсий. В-третьих, в качестве лечения HTP, кроме HTP-техники, доктор Типальдес рекомендует технику Лоуренса-Джонса.